Друзья, приветствую! Электромагнитные поля, ровно как и радиочастотное излучение, это постоянный спутник человека в современном мире. Избежать их воздействия можно только если переехать куда-то в беспросветную глушь, где нет ни электричества, ни мобильных сетей. Так что же, не стоит беспокоиться? Ну, не совсем так, так как все зависит напрямую от мощности этих полей. Если поля низкой интенсивности, они абсолютно никак не вредят, то высокой интенсивности могут негативно влиять на самочувствие, даже принести вред здоровью. А вот такой вот небольшой прибор Eric-Hill ER02, он позволяет проверить жилое помещение или рабочее место, где вы проводите много времени, чтобы убедиться в его безопасности. Или предпринять некие действия для улучшения ситуации при превышении каких-то показателей. Умеет он измерять основных 3 вида показателей. Значит, это напряженность электрического поля, интенсивность магнитного поля, ну и, собственно, радиочастотное излучение, которое используется при передаче различной информации, в том числе мобильными операторами. Прибор у нас в очень такой доступной и понятной форме показывает все, то есть разобраться вообще несложно. И как бы имеет также звуковое сопровождение. Он оснащен крупным цветным экраном и литиевым аккумулятором, то есть батареечки не нужны. Поставляется в картонной коробке. На тыльной стороне указаны технические характеристики. Здесь у нас диапазон измеряемых частот, чувствительность. То есть можете остановить и посмотреть. Видим электрическое поле, магнитное поле и радиоизлучение. В комплекте у нас был только кабель для подзарядочки и инструкция пользователя. Инструкция пользователя на английском языке, поэтому, если не знаете, полезна она вам не будет. Но я расскажу сейчас все достаточно подробненько. По компоновке видим, что напоминает мобильный телефон из прошлого. То есть у нас здесь сверху цветной экранчик и в нижней части кнопки для управления. Кнопок немного, некоторые из них имеют двойное назначение. Собственно, кнопка MGUT переключает единицы измерения магнитного поля из микротеслы на микрогауссы. Под ней кнопка, которая переключает режим отображения средних показателей или пиковые значения. А кнопка, которая включает и выключает, при длительном нажатии она фиксирует показатели. И также есть отдельные кнопки для включения графика и звукового сопровождения. Итак, экран у нас цветной, разрешение в характеристиках не указано, но похоже, что это 320 на 240. Для этого размера вполне достаточно, то есть пиксели, конечно, заметны, но это в принципе и не смартфон, здесь скорее у нас информационная составляющая имеет значение. Пластик сам по себе качественный, двухкомпонентный, то есть синий такой вот более глянцевый, а темный, черный напоминает плотную резину. Он у нас вот так вот по бокам сделан в ребристом виде, то есть все сделано под руку, удобно держать, не скользкий. И если упадет, я думаю, ничего ему не будет. Для подзарядки используется micro-USB. Устаревший, но в принципе как для инструмента это не важно. Тем более в принципе в комплекте есть кабель, даже если вы уже перешли на Type-C, будет чем подзарядить. С тыльной стороны в принципе ничего интересного, есть такая вот памятка по измеряемым частотам. Верхняя грань у нас чиста. Ну а теперь, скажем так, по порядку. Первый экран у нас показывает радиочастотное излучение, которое измеряется в микроваттах на метр квадратный. То есть по центру большими цифрами отображается текущее значение. В нижней части у нас показывается максимальное пиковое значение. Значит, передатчики мобильных операторов, сети Wi-Fi, Bluetooth. Это то, с чем мы имеем дело ежедневно. И вот прибор позволяет оценить уровень такого излучения. Лично меня вопрос этот сильно волновал, так как в доме напротив оператор установил передающие антенны. Были опасения, что моя квартира может попадать под их облучение. Следующий режим, следующий раздел – это измерение напряженности электрического поля, которое измеряется
в вольтах на метр. Электрическое поле есть от всех бытовых приборов, а также от электрической проводки, розеток, светодиодных лампочек и так далее. То есть, в принципе, вот у меня сейчас вокруг находится сетевой фильтр, стоят оборудование для освещения, то есть стоят софтбоксы. Поэтому здесь достаточно высокое электрическое поле. И важно как бы проверить свое помещение на места с такими превышениями, то есть не размещать там кровать или диван. Последний режим — это измерение магнитного поля. Оно также связано с работой многих бытовых приборов, например, той же микроволновой печи. Ну и находиться в зоне, где магнитное поле слишком высокое, опасно для здоровья. Итак, при измерении, скажем так, любых показателей мы видим как числовое значение, так и его расшифровку. Сверху расположена шкала, видим разноцветная, по которой сразу как бы виден результат. То есть зеленый — это у нас отличные показатели, синий — незначительное, скажем так, превышение, желтый — это сильное, и красный — это высокий уровень, опасный, скажем так даже. То есть при таком высоком электрическом поле нежелательно очень долгое время находиться, то есть там более 8 часов. Почему я, собственно, и говорю, что не стоит размещать там кровать, диван и так далее. То есть не стоит спать. Также здесь вот видим сверху над шкалой пишется у нас расшифровочка. То есть там пишет good, light, surf, extreme. Ну, как бы на русском языке это типа хорошее, там незначительное, среднее и высокое, экстремальное. При передвижении вы можете включить график, режим такой вот графика. То есть будет, когда изменяться показатели, будет на графике также отображаться изменения. То есть очень удобно, например, если интенсивность излучения не постоянная или она изменяется со временем. Ну а теперь немного экспериментов. Первым делом я проверил, как прибор ведет себя на улице. Он весьма чувствительный, в городе почти никогда не показывает по нулям, хотя, конечно, на улице значения обычно минимальные. Возможно, небольшие показатели фиксируются от того же мобильного телефона, на который я снимал, а возможно, это просто общий эфир города, который, в принципе, пронизан различными полями. За городом прибор показывает по нулям. С помощью тестера можно легко определить, где расположена базовая станция мобильного оператора. Медленно вращаясь в какой-то момент, вы увидите, как показатели вырастут. Передо мной и правда была расположена базовая станция одного из операторов, примерно в 300 метрах. Значение увеличивается, но не превышают допустимых, хотя, конечно, и выходят за пределы хороших. При удалении от станции показатели падают. Да, проверил я, кстати, квартиру на момент вот этих вот радиочастотных излучений, и здесь у меня вообще никаких превышений нет, нигде. Ну, а значит, передающая антенна оператора настроена правильно, и это очень хорошо. Интересно было измерить фон около трансформаторной подстанции. В паре метров от нее показатели магнитного поля существенно выше допустимых. Находиться возле нее длительное время точно не стоит, но в целом опасности она не несет, так как поле сильно слабеет с расстоянием и уже в нескольких метрах не превышает нормы. А другие показатели были изначально в норме. Но это все цветочки по сравнению с электромагнитным полем под линиями электропередач. Думаю, многие задавались вопросом, насколько опасно там находиться. Так вот, там действительно опасно. Если вы пройдетесь под ними, то, конечно, ничего не будет. Но если проводить под ними по много часов, то проблемы со здоровьем вам гарантированы. Итак, вы видите, что напряженность электрического поля составляет 593 вольта на метр квадратный. При рекомендациях от Организации здравоохранения всемирной не более 40, да, то есть более чем в 10 раз. Ну а показания магнитного поля достигают 137 микрогауссов при норме не более 0,2. То есть превышение вообще сумасшедшее. В общем, лучше не гулять под ЛЭП.
Удивительно, но некоторые уникумы умудряются даже жить под ЛЭП. То есть сам неоднократно видел дачи, которые построили под линиями электропередач. Скорее всего, незаконно, так как государство такое строительство вряд ли бы одобрило. Хотя тоже не факт, потому что вот совсем рядом с линиями электропередач, где я проводил измерения, стоят жилые дома, которые были построены еще при совке. Тогда вообще вряд ли кто-то думал о здоровье людей. Главное было расселить всех поближе к заводам. Да, уровень полей, конечно, там немного поменьше, чем на снимках, но все равно гораздо выше допустимых уровней. Интересно было бы измерить уровень полей в таких квартирах, но доступа туда у меня, конечно, нет. А теперь перейдем к измерениям внутри помещений. И первым делом я проверил спальные места, где провожу с семьей много времени. Все показатели в норме. А вот с рабочим местом оказалось не все так гладко. Я понимал, что электроника во время работы фонит, да, тем более, что квартира у меня старая, земля в розетке отсутствует в принципе. Ну, если превышение электрического поля с работающей техникой, это понятно, то заметное превышение электрического поля при отключенной технике, это стало для меня сюрпризом. И тут стоит пояснить, что у меня на рабочем месте двойная розетка, ее, естественно, не хватает для всех устройств, это монитор, там компьютер, зарядки различные, освещение. Поэтому я использую сетевой удлинитель, как и многие, да, многие из нас. И он все время в основном подключен к розетке. Ну и стоило мне его отключить, как уровень электрического поля сильно снизился с состояния экстремального до хорошего. Вывод. Все удлинители стоит отключать из розетки, когда не используете. То же самое касается зарядок. Не оставляйте их в розетках. По-хорошему вообще все приборы нужно отключать от сети. Если это не жилая комната, то в принципе не столь важно. Но если за стеной кто-то спит или рядом с рабочим местом стоит диван, то обязательно все отключайте. Магнитное поле тоже, кстати, уменьшилось, да, при отключении удлинителя, хотя как бы оно и с ним было в пределах нормы. Ну а показатели радиочастотного излучения по нулям, так как не зависят от работы бытовых устройств. Далее я проверил различные бытовые приборы вроде холодильника, телевизора, бойлера. Везде есть превышение по электрическому полю, но только в непосредственной близости от техники. То есть поле сильно слабеет даже с небольшим расстоянием и через полметра уже не превышает нормы. А вот роутер — это потенциально опасное устройство, которое нужно расположить как можно дальше от кровати и места отдыха, лучше вообще где-то в коридоре. Возле него зашкаливают все три показателя. Если у вас роутер стоит на прикроватной тумбочке, срочно уберите его оттуда. И вообще около спального места не должно быть ничего. Никаких зарядок, никаких смартфонов, даже смарт-часы не заряжайте. Вообще ничего. Но вернемся к роутеру. В паре метров от него показатели заметно падают, но все еще остаются повышенными. И только на удалении около 3 метров они приходят в норму. Стоит учитывать, что разные модели роутера имеют разную мощность передатчиков, соответственно и показания будут другие. Ну и еще одно потенциально опасное устройство в квартире — это микроволновка. Радиочастотного излучения она не производит, что логично. А вот электрическое поле и магнитное поле при ее работе существенно превышают все нормы. Причем даже на расстоянии 1–1,5 метров. Вывод простой: когда что-то готовите или разогреваете, не стойте рядом, а лучше вообще выйдите из комнаты. Ну и в качестве бонуса разборка. Вся маркировка с чипов удалена механическим путем, скорее всего, чтобы конкуренты не скопировали схемотехнику. Сверху пластина, которая является приемником электрического поля, под ней дроссель, он выполняет роль магнитного приемничка, да, приемничка магнитного поля. Ну и слева можно увидеть дорожки антенны, которые используются для определения радиочастотного излучения. Внизу видим пищик для звукового оповещения. С обратной стороны дисплей, подключенный через шлейф. Также есть механические кнопочки. Ну и на крышке аккумулятор на 1000 мАч. Подведем итоги. Тестер Rikhill ER02 может оказаться весьма полезен, если хотите проверить помещение на безопасность в плане электромагнитного поля и радиочастотного излучения. Сделав все измерения в доме, на работе, у родственников, друзей, прибор можно даже продать, ведь устройство не из тех, которыми вы будете часто пользоваться. Но при этом пройти с ним по квартире лишним точно не будет, ведь возможно вы определите места с повышенными показателями и сделаете какую-то небольшую
перестановочку, да, перепланировку, тем самым избавив организм от лишнего негативного влияния. Ну и лично для себя после использования тестера я сделал несколько выводов. Первое, это то, что кровать, диван, да, все места отдыха дома расположены у меня в правильных местах. Общий фон там в пределах нормы. Второе, нужно по максимуму отключать все с розеток, особенно сетевые фильтры, удлинители, различные там переходники. Третье, когда работает микроволновка, лучше выйти с кухни. Четвертое. Никаких зарядок и вообще устройств на прикроватной тумбочке. Ну и последнее, да, это не стоит гулять под ЛЭП, а тем более покупать там или вблизи жилье. Собственно, на этом все. Снизить итоговую стоимость устройства можно при помощи купона, который я укажу в описании видео. Ну и также смотрите обзор другого тестера Airhill RT100. Он стоит существенно дешевле, чем эта моделька, но при этом не умеет измерять радиочастотные излучения. Все, если видео было вам интересно, полезно, ставим лайки, подписываемся на канал. С вами был Злой, до новых встреч!